Добрый день! В этом видео я вам расскажу про историю коворкингов, с чего все начиналось и к чему мы сегодня пришли. Вообще история коворкингов уходит в далекие времена. В Советском Союзе, например, это были читальные залы, место, где студенты могли совместно общаться. Потом это как-то трансформировалось, были антикафе, были коворкинги, появилось это слово, и молодежь стала активно им пользоваться. Вообще официально коворкинги появились в 2008 году. Это продукт кризисный. В Америке начали приспосабливать здания, которым трудно было найти применение, трудно было найти арендатора. Стали делить на совместное применение, так сказать, продукт шеринг экономики. Если кто хочет узнать подробнее про историю коворкингов, может посмотреть сериал WeWork с Джаред Лето. Это все близко к фактам рассказано. Сегодня это отдельный сегмент недвижимости, который все-таки помогает сложную недвижимость вернуть обратно на рынок. То есть это какие-то склады, производственные помещения, которые отказались в центре города, но которые нельзя по тем или иным причинам перестраивать. Иногда даже церкви. Это какие-то пространства, которым просто так очень сложно найти арендатора. Также идея коворкингов очень заходит тем, кто проектирует современные офисы. Часто современный офис проектируют в стиле коворкинга. Почему это происходит? Потому что часто компания не знает, завтра она расширится или сузится, часть компании уедет на аутсорсинг из-за какой-нибудь очередной эпидемии или спецоперации. Поэтому, если ваш офис спроектирован в стиле коворкинга, вы можете излишки сдать молодежи. Когда же ваши сотрудники вернутся обратно, будет легко освободить нужное количество рабочих мест. Из чего состоит современный коворкинг? Обязательно это open space. Это зона, где люди работают совместно, трудятся, там можно место привязать надолго, можно занимать свободные места, есть разные форматы, есть места, где можно оставить свои вещи на ночь или на более долгий срок. Обязательно есть зоны, в которых можно провести переговоры. Когда к вам приходят люди, вам требуется провести совещание или переговоры, вы садитесь в эту зону, бронируете, садитесь в эту зону и комфортно с современной техникой проводите переговоры на высоком уровне. Следующая зона – это офисы. Вы также можете взять отдельный офис и прекрасно там работать уютно, платя не за квадратные метры, а за рабочие места. И есть общественные, в любом коворкинге есть общественные пространства, и эти пространства – это так называемая душа коворкинга, где люди собираются, проводят время совместно, могут поиграть в игру или провести какое-то мероприятие, лекцию. В общем-то, современный коворкинг – это не только стол и стул, но и также комьюнити. Это обязательная составная часть современного коворкинга. Мы про это вам дальше тоже расскажем.